что, друзья, отправляемся на Астраханский рынок за рыбой. Штучная. Одна штука 1000? Мужской силы. Мужской силы, понял. Это мужская виагра. Стоит 1000 рублей. 1000 рублей, одна штука. Да, одна штучка. Охренеть. Это Астрахань, друзья. Одна и та же рыба, а стоит по-разному. Да. Черная. Черная икра же есть? 55 тысяч килограмм. То, что не свежее. Это не свежее. Да? Это Астрахань, друзья. Девчонки сразу предлагают, тут мимо не пройдешь. О, какая красота, ребята. Да, мы пришли к самому аппетитному. Как она блестит сразу. О, блестящая, красивая, значит. Ребята, смотрите, как это все вкусно выглядит. Просто там цены другие. А вы с рулеткой для чего ходите? А вы любите пиво, да? Пиво? Да. Я люблю рыбу. Рыбу? Я даже видел искру какую-то. Так должно быть, да? Да. Все, понял. Вы думаете, здесь бесплатно будут продавать? Нет. Да, лучше приезжайте к Алискерову. Да. Он вас накормит, напоит. Наловит. Друзья, ну что, вот и закончилось мое путешествие, точнее заканчивается. Еще очень много впереди интересного. В этом видео вы увидите много рыбы, я думаю, очень вкусной. Вот, я приехал с рыбалки, сейчас буду перегружать вещи в Ниву, лодку сушить, складывать. В целом по лодке вообще все отлично, понравилось. Размер оптимальный, идет хорошо. Вот удалось поймать вот столько вот рыбы. Сейчас я перегружу ее в акриловую ванну стандартную. Вот. И будем ее заниматься рыбой, в общем. Здесь что у нас? Это вот я сейчас с рыбалки приехал, представляете? То есть обычно такой улов за сезон бывает. А это вот сазанчики. Вот такие вот не крупные. Вот. Лещи, или может подлещики назвать в районе 800-900 грамм. Вот. И окуни. Ну, окуни такие по 500, по 400, 350 грамм. Также есть густера в прилове. Вот, к сожалению, воблы вообще не попадается, который на засолку пойдет. Но зато вот такие вот окунярики. Жирные окуни. Класс. После соли. А, это после соли, вот именно вот этот налет. В общем, на вобле, Да, не знаю, как на другой рыбе, но присутствует налет, который вот этот надо снимать. Вот такой, вот он налет. Сейчас берешь вот такой. Ну, это жадра, короче. Вот, ну, дель от сетки. Ага. Видите, как она блестит сразу. О, блестящая, красивая, значит. Да. Особенно на голове, видите, какой налет. Угу. Вот нет налета, здесь есть налет. Вот такая. Вот этот налет надо убирать. Понятно. Это полный таз, да, почти? Рыба. Да. Класс. Здесь тоже. На опарыше. Алискер и его отец занимаются промыслом. Вот, я в прошлом видео одном из показывал, еще раз скажу. Это такие специальные секрета. Сейчас я покажу такой коротенький экскурс, как это вообще принцип действия устроен. А также вот лежат БУ секрета, которые тоже продаются. Вы можете зайти в описание, там есть контакты Алискера и заказать в любой регион, кто хочет попробовать ловить рыбу вот таким способом. Это вот маленький диаметр. Это маленький секретарь Побольше. под мелководье. Ага. Это ну, здесь просто по-другому конструктив сделан. Ага. А здесь по-другому. Здесь как бы на глубину. Вот как раз у Алискера есть собранный секрет, и мы сейчас покажем принцип работы. Да. Ну, смотрите, бэушные секрета, вот, наши рабочие секрета, там, допустим, вот видите, есть на канале, там, про щуки снимаем. Вот как раз этот проект и есть. Он маленький, специально для мелководья сделан. Ага. Конструктив сделан так, что он метров глубина, все, максимум. Больше ставить его, ну, неэффективно будет. Угу. А, допустим, вот эти секрета, они уже по, там, По глубине. 1,5-2 метра, 3 метра можно ставить спокойно. Угу. Конструктив сделан так, что все поднимается. Вообще, из чего делается сам трояк? Сама основа — это вот такое полотно. Капроновая нить диаметром 3 мм, вот 187 на 3, в общем. А ячья? Она покупается, здесь ячейка на 40. Угу. Здесь на 40. Ну, бывает абсолютно разные. Это ты сам не вяжешь, это я вяжут. покупаю. Угу, понял. Вот. Она бывает разных цветов, это цвет зеленый, есть красный, есть еще прозрачный, ну, такая белого цвета просто. Да, ну как вы видите, секрета они все черного цвета. Как Да. они так получаются? Сами? Потому что мы их смолим. Вот так вот. Он черный, вот висит, допустим, тоже смолится. Вот смола здесь как раз. Вот. Угу. Вот. Зачем Это вот черный загустело. цвет? Черный цвет для чего? Смотрите, вот это вот, видишь, какая-то мягкая. Да. Берем это, она вот стоит, А. коловая. Во, Вот. нифига себе. На нее как бы вот тут, смотрите, 3 нитки. Если посмотреть прям так внимательно, тут прям 3 нитки.
Ну, прокрученные. Крученые тут капрон. Да-да. Вот она. И когда ты смолишь, это все прилипает максимально плотно и становится одно целым. Грязь на ней так не стоит, она как становится, в общем, как леска, типа того. Мгм. Вот. И это лучше для захода рыбы. Для и- захода рыбы, да. Намного эффективнее. А то, что И видит для- она, не видит, там есть такое. Нет, и для срока хранения. А, Смоленая, она дольше хранится. Все. И меньше путается, когда это твердое получается. Вот, кстати, они висят, Да? получается готовые. Ох ты, вот эта красота попалась. Какова красота, какова красота. Значит, у нас называются, ну, были такие в детстве морды. Вход там один, там какая-то такая дело самодельная, либо с алюминия, либо из веточек, в общем. Здесь, в принципе, это такой же, только это более вот такая вот масштабная штука. Алексей сейчас расскажет, какой принцип действия. Вот. Она полностью собрана за исключением вот, крыла. Да. Крыла. Ну, крыло все собрано, просто здесь нет поплавков и грузов. Это твоя как бы сделан на заказ, она будет уезжать у нас. Вот, кстати, видите, как сетка? Она прям такая не как-то. Но не такая она, не такая, в общем, всё-таки Плотная, держит, короче, да. плотная. Так, Это трояк идет на заказ, как бы в Казахстан. Крыло. Так. Тут все посажено, ячейка здесь 40, в общем. рыба плывет, Рыба вот и так упирается вот где-то в крыло. Да, пошла. И она Идет, начинает идет. пытаться пройти. Вот этой палки нет, это я просто поставил. Да, это просто она Здесь будет буйками. поплавок, да. Мгм. Все, вот тут вход, она зашла так вот, Вот, видите, здесь пошла вот влево, вправо. такой вот большой вход. Вот. Да. Именно вот в эту двор, Двор, да, называется. двор, треугольник. Это вот эта треугольная штука. Почему называется трояк? Потому что их здесь 3. Бывает двояк. Бывает двояк. Значит, там стоит обманка. Я уже шарю. Все, и рыба, находясь в этом дворе, уже начинает искать, куда бы ей спрятаться, и заходит в бочки. Да. Бочка — это те же вот самые морды из этой же сетки, из какой-то трубки. Ну, трупа, плохо. И вот это вот натягивается с помощью этих, как не коли, а... Чипарим. Ну, чипари, арматура. Вот. И все. Рыба сюда заходит, вот через вот это вот узкое горло, или как Да, это это называется. усынок у нас называется. Усынок. И все, и она здесь выйти никуда не может. Сделано так, то, что здесь ячейка меньшего диаметра, здесь большего диаметра. Здесь ячейка на 48. А, допустим, на а зачем так? Ну, фильтрация рыбы идет. Мелкая рыба, зачем? А, она убегает сама и сюда Мелкая, заходит. если она уходит и заходит так, как Не, раз а можно- почему здесь не поставить крупную? Зачем нам крупная? Она будет ячиться. Будет торчать. А, что торчать Да, а будет, мелкая что часть она все-таки она сохраняется. В чем мне понравился еще этот вариант как бы добывания рыбы? Что рыба остается живая, не душится сетями, не калечится, не режется этой леской, а просто находится живая. И даже если попадает маленького размера, там, ну, непроходного, там, в зависимости от региона, разные же есть нормы. Нормы бывают любительские, а бывают промысловые. Вот если не подходит, ты ее спокойно выпускаешь, и рыба уплывает. В сети, все, если попалось, это кранты. Вот такой вот вид как раз натянутого, готового. Рыба как достается? Мы пустим Просто вытаскиваем этот холл, потому что он у нас там привязан. поднимаем. Он очень быстро развязывается. Он не развязывается, просто распускается. А, распускается. Да. И рыба под собственным весом максимально быстро раз и все. Высыпаем. Вообще. Да, все просто. Потом взял, опять натянул, и опять все работает. Ну, да. Красота вообще. И это ты вот изготавливаешь сам там сколько по времени? Вот один секрет. Но если будет полный свободный день, например, да, с утра до вечера, то я один сделаю за один день. Одну штуку только. И стоимость так вот для зрителей, для ориентировочно. Ну, больше, свыше 10 тысяч. Больше 10. Да, От 10, От короче. 10 тысяч, да. Ну, как бы можно сделать разного диаметра. Если надо там слишком глубоко, можно сделать больше. Больше, выше, выше, выше. Мгм. Крыло там выше, длиннее. Все это как бы обговаривается Мгм. при заказе. Просто многие должны понять то, что эта работа, она ручная. Мгм. Все, что тут видите, все обвязывается, все это вручную делается. Мгм. Вот, тут никак на поток не поставить. И делается профессионалом. Да, ну то есть как бы опыт решает свое дело. Тут как бы столько нюансов, то, что просто так не сделаешь. И вот смотрю, разный цвет и вообще материал. Ну, Чем? это потому что стеклоарматура используется десятка, она просто жестче. Ага. Чтобы здесь не сгибалось. Если поставить эту ПВХ-трубу сюда, она будет изгибаться вот так вот. Мгм. А нужно, чтобы здесь было открыто максимально, чтобы рыба видела. Понятно. Еще немаловажную роль играет как раз само крыло. То есть длина перекрытия, так сказать, чтобы рыба
ну, нашла преграду и, соответственно, скопилась сюда во двор и в бочки. Мы сейчас растянули, это сколько метров? Здесь 12 метров. 12 метров. Нормально. И рыба, получается, что с одной стороны может попадать и заходить вот сюда, вот в главную сеть, что с этой стороны, потому что здесь тоже есть второй вход. Целая технология маска. Ага, вот так вот. И вот так вот поплыла, тынк, и готово. Сейчас она такая жесткая, а в воде она уже размягчится и будет нормально. Понял. Так, друзья, вот лодку потихоньку готовлю, сейчас буду ее сворачивать. И вот хотел бы показать эффективность вот этого коврика. Ну, вот я поднимаю, смотрите, чистота и порядок вот здесь. Вообще, все чистенько, аккуратно. И вытряхать очень удобно мусор. Раз, взял, свернул и вытащил. В общем, засаливаю я рыбу. Соль у меня закончилась. Сейчас в магазин быстро схожу. Куплю, чуть-чуть у меня осталось. Мелочь сверху так положить. Вот, а у Люскера как раз следующий этап — это отмачивание. Смысл отмачивания простой. Просто кладется в какую-то бадью с водой, и рыбка просто сама по себе лежит. 2 дня, да? 2 часа. 2 часа. На первой воде это заправил в другую воду. А потом менять воду? Да, чтобы она чистая была. Чтобы чистая. Все, понял. Прозрачная была. Это час в одной воде, поменял еще час, да? Да, можно так делать. Какая облуда. Так, наверное, вот сюда. Итак, я начал готовить мои термоконтейнеры к доставке рыбы. Это контейнеры Арктика 80 литров. Вот. Мне тут вообще нравятся они, потому что они нормально такого габарита, самого оптимального. Вот. Больше уже машину, тяжело запихивать, поднимать и так далее. Здесь есть колеса для транспортировки, есть что? Есть вот сливная горловина. То есть я сейчас залил, воду холодную, ледяную, для того, чтобы его немножко, освежить, так скажем. Это как термо, знаете, наливаете сначала кипяток, сболтыхали, и потом наливаете чай для большего сохранения тепла. Здесь то же самое. Я решил, понятно, здесь будут хладоэлементы, холодная рыба, ледяная, замороженная. Вот. Но вот я еще налил водички, чтобы он подостыл, потому что на солнышке стоял. Вот. Здесь хорошие такие защелки. Вот. Переноска с этой стороны можно катать, возить. В общем, классно. Главное, что он легкий, крепкий, надежный. Вот у меня 2 таких, и сейчас будем загружать в Ниву. Лодку я спустил, загружаю. Это моторка проехала и порезала? Будет снимать. Вон лежат, вон. Новую. Но это, получается, не замечают лодки и проезжают просто. Сейчас увидите, вот, видите, вот смотрите, как он лежит. Все, который мы делаем, сколько труда выкладываешь это. Все это. Какие-то минуты. Да, какие-то. Это надо все вытаскивать, в новую засовывать. Заново, лучше новую сделать. Понятно. Быстрее получится. А это подгонять надо. Более-менее еще можно ремонтировать можно. Тоже порезанные моторами, да? Да, все порезано. Это что? Все. Ну да, жалко. Так это может специально, нет, на рыбаки? Нет, не специально. Нет, случайно, да? Из другого региона приезжают, нет. Просто не знаю, да, что... Не знают вообще, как она вообще сделана, как она стоит на воде. И все порезано. Мотор, это винты же резаны. Винтом. Едут на скорости, раз. Помимо свежих сазанов, самят, которых я поймал здесь на рыбалке. О, щурки летают. Питаются пчелами они, кстати. А здесь пчелы не разводят в Астрахани. Чем они питаются, вопрос. В общем, помимо рыбы замороженной, я повезу еще вяленой рыбы. Я привез ведра. И вот она, вобла. Здесь уже вышел сок. Здесь только вчера сделали мы. И здесь, по-моему, уже сок вот вышел.
вышел. То есть у меня получилось 4 ведра. То есть они постояли под этим гнетом, или так называемым прессом, как у нас называют. Она почти готова. Здесь можно слить чуть-чуть. Эту рыбу я привезу бабушке, тете. Вот. В кадре вы увидите. Но помимо этого будет еще небольшие сюрпризы, о которых дальше пойдет речь. Так, сливаем воду. Сейчас будем загружать рыбу. Так, в общем, у нас в пакетах замерзшие сазаны. Да, О, мороженые. этот мягенький, кстати. Да? А вот тот жесткий был. Видимо, Видимо, смотря где лежал. Вот, и распределяем по этим, по-разному. Это один родителям, один бабушке с тетей поедет в деревню. Так, здесь здоровый. Нормально. В произвольном порядке. Итак, вот такая вот красота получается. То есть вот здесь сазаны. Все они в мешках, в пакетах. Это самята. Значит, и тут вот немножечко подарочной икорки щучьей. Ух, огонь. Вот это я сейчас закладываю хладоэлементами. Они у меня вот такие вот есть. Сверху же самый теплый воздух. И это все закроется хладоэлементами. Так что все норм. Вот. Так. Так, еще ведра я хочу вот сюда вот попробовать поставить. Вот. Астраханский гостиниц. О, Свежак. это мне в дорогу. Это тебе дорога, да. Ну, он жирный, ты Ну да, я ел, офигенно. блин, мягенький вообще. Это подлещики, ну это как доска, короче. Офигенно, немножко любит. А тут уже вот вобла хорошая. Офигеть, вот это И вобла. смотри, какая густерка. Кстати, сейчас, бара. может быть, поедем на рынок, успеем еще посмотрим, сколько это стоит у вас. По пути пивка купи себе. Да, в дорогу. Ну что, друзья, отправляемся на Астраханский рынок за рыбой. Я даже видел искру какую-то. Так должно быть, да? Да. Все, понял. Так, мы почти в центре Астрахани. И гастроном Михайловский находится. Вот. Кто будет приезжать в Астрахань, кому нужна рыба, вы можете обратиться. Вот как раз здесь есть рынок рыбный, да? Да, называется? Селенские сады называется. Селенские сады или сады? И сады. И сады. И сады. Селенские сады. Сейчас мы туда заходим. Как раз сейчас крайние часы рынка и должны быть самые актуальные дешевые цены. Крупным планом. Осетр. Осетр. Да, кстати, ребят, здесь официально продается икра черная. Правильно? Да, С конечно. документами. Всё. Дают попробовать ложками. Да. Большими, Ложками. столовыми. А чем мы мимо бабушки прошли? Здесь что, дешевле? Вот Здесь типа находится? дешевле продается. Короче, мне подсказали, что вот здесь приезжают рядом с рынком. Перед рынком получается. Перед стоит рынком встают автомобили с рыбой. И гораздо дешевле получается, ну, чем, допустим, вот здесь вот. Это вот и есть рынок основной. Сейчас мы пойдем по рядам, по порядку. То есть начнем сначала с копченых изделий, пройдемся по всему периметру и закончим вот здесь вот вялеными изделиями из воблы. Вот Алексей расскажет, в чем еще разница в ценах. Потому что цены отличаются, да? Цены, здорово? конечно, отличаются, Одна и та же да. рыба, а стоит по-разному. Да. Друзья, сразу же показываю вам стоимость. Это стоимость конец апреля 2022 года. Вот. Есть все. Стерлядка, осетр. Икра же тоже есть, да? Черная. Черная икра же есть у вас, да? Вот этого, да? Вон. А стоимость сколько? Она разная цена. А от чего зависит? 36, 38, 50, 55, есть дойка. Это вы в килограммах говорите? 55 тысяч килограмм. Ну, это зависит от разных факторов. Там она бывает забойная, дойная. Вот. Какая рыба? Осетр, либо стерлядь, северюга. Вот. Разные рыбы. Белужья вообще. Самая дорогая белужья. Потому что она большая, да? Да, ну там просто икринка здоровее и... Да. Так, вот на этом стенде представлен сом, да? Это у нас называется балык. Это сом холодного копчения. Холодного копчения. Именно холодного копчения, да. Тут даже, в принципе, все холодного копчения. Судак, вон, видишь, сом тоже, жерех. А, вот судак.
Вот это судак. Это судак, да. А, это вот тоже сом. А это сазан, наверное, вот это вот. Нет, это не сазан. Ну это что, да, большая? сазан, да, сазан. Ага, понятно. Так, это холодное. Вот, ребят, цены запоминайте. Так, ну и также везде икра, и везде, в принципе, здесь все похоже. То есть, Да, смотрите, бабки. рынок потихоньку закрывается, вот, но мы сейчас успеем еще попасть на... Кто нам подешевле предоставит. Девчонки сразу предлагают, тут мимо не пройдешь. О, какая красота, ребята. Смотрите, какая красота. Это как раз таки уже, скорее всего, горячего копчения, я думаю. А, да, то, что Это белое уже, да, мясо, это горячее подваристое. копчение, да. Подваренное. Смотрите, какие-то куски осетра. А, это вот осетр, да? Да, это осетр, да. Это в килограммах, да, стоимость? Короче, везде стоимость в килограммах. Что Нифига. икра, что все. Даже красная есть. Но это красная привозная, она не местная. 100%, да. Многие Вот ценят основе. еще жерехов. Они очень вкусные, потому что костлявая рыба, но кроме как вот копчения я не видел, чтобы что-то готовили из нее такого достойного. Также тестолобик еще, вот видите, да, цена? А цена зависит от размера рыбы. Чем крупнее, тем он... 80 это крупный. Это крупный, понятно. Ага. Это штука. цена. А это вот, смотрите, это белый амур и сазан. Видите? Сазан и белый амур. А, и белоамур еще есть. Это вот это... Вот это амур. А, амур вот этот светлый. Ага. Это сазан. Вот, видите, То есть балык это половинка настоящая. Да, не то, что... А вот даже, это- да, смотри, цвет отличается. Бывает Балык. толстолобик, бывает амур. Это прям балык, а это копченый, видишь? Ага. Это холодного именно копчения. А балык это вяленый- просто вяленый, вяленый подсоленный. балык, да. Вот Да. получается. Смотри, есть еще 1200. Друзья, вот как раз икра щучья. Какая икра? Почем? Щучья. Чего? Щучья икра. Такая 750. 750 это маленькая баночка, 250? 50 грамм. Полкило 1500. Полкило 1500. Понятно. В Нарезанный. масле. А, просто сом в масле. А он сколько стоит? 500 рублей. 500 рублей 250, да? Да, смотрите. еще Друзья, сюда. кому тонны вот такой красивой рыбы? Подешевле есть сум. Есть сюда. Ребята, смотрите, как это все вкусно Это выглядит. просто там цены другие. Там будет дешевле, да? Потому что здесь аренду вы платите. А. На этот номер позвоните и, пожалуйста, заказывайте. Так, то есть, в принципе, Здесь вот также продаются термопакеты, то есть в любой, каждый киоск уже может запаковать, упаковать и нормально вы, в общем, довезете. Да, правильно Да, говорю? конечно. Вот. Вообще без проблем. Осетра, да, опять пошли? Да. Ну, тогда осетр. Здоровый куски осетров лежат. Ага. Это все осетр. Ну, я так посмотрел, цены примерно одинаковые. Закон рынка, да? Ну, да, там плюс-минус все равно. Минус что-то. незначительно. Вот, кстати, вот ржавчина такая, вот из-за чего появляется? Ну, это, я думаю, то, что не свежее. Это не свежее, да? я думаю, да. Ну, как бы, не этого сезона посола просто. Она вяленая, но не этого сезона. Итак, друзья, мы пришли к самому аппетитному. Вот пива не хватает здесь еще. Вот сливной продают он стоит с этой Значит, стороны. Алискер, вот дофига всего, вот расскажи. Я смотрю, здесь необычные рыбы, такие есть, как рыбец. Так, да. Это вот что ты назвал? Это кутум. Хутум. Да. Это что-то типа смесь сазана с Нет, плотвой, что ли? это рыба, которая обитает тоже в Каспийском море, но все-таки для вылова именно в Астраханской области она запрещена. Она вылавливается в таких регионах, как Дагестан, Казахстан. Вот, она там ловится. Вот, она очень дорогая, эта рыба, потому что она очень редкая. Да. И также вкусная очень. Также смотрю, что у девчонок здесь написано время поимки. То Время есть поимки и именно время засова именно, можно- скорее всего, да. Именно можно сезонности. выбрать именно По сезону, да. по сезону, то есть свежую вообще, Да, максимально да. свежую. Также цена зависит от размера. То есть, ну, понятное дело, логично то, что... Хорошо, давай крупная- начнем. Крупная вобла, стоимость. А здесь где Вот написано? Так, у нас цена. Какая самая большая вова цена? Самая крупная цена какая? Вот, например, вот это. 1000 рублей. 1000 Да. рублей это килограмм или штуки? На что? А, штучная. Штучная рыба. Штучная. Вот Одна эта воба штука можно 1000? показать. Она 30 сантиметров, ребят. Вот эта воба, друзья, вот такого размера 30 сантиметров стоит 1000 рублей. 1000 рублей, одна штука. Да, одна штучка. Представляете? Охренеть. Это Астрахань, друзья. Все едут за рыбой подешевле Также урвать, есть а какой-то тут... деликатес, именно тоже это воба, это икра. А, То есть это вот уже- именно воблы. Да, икра это уже и воблы. воблы, как бы, прям в вакууме. Нифига себе. Это тоже прям деликатес, А который здесь тоже бонусом идет икра, если что. заходит. Здесь бонусом идет. да. Понятно. Ну, если, конечно, это весенний вылов. Так, а если Бывает чуть и осенний поменьше вылов. вобла, сколько будет стоить? То есть, Штучка. а как так 1000 рублей? Я что, не понял. Серьезно, одна рыба 1000 рублей? Ну, а что такого?
Так что у тебя там лежит нормальная сумма, понял? Ты попал на бабки. А, жереха вот тоже смотрю. то же Вот я бы самое. сказал, что их Тоже только ловила, коптят, да. а их, Их оказывается, также еще вялят. и вот Это вялят. очень вкусный тоже деликатес. Смотрите, судаки, пожалуйста. А судак почем? Судак тоже есть по 350, есть по 200, есть большой. А есть бара? Бара. Нету, да? А бара это что? Это густера большая, здоровая. А, густерка, кстати, самая тоже одна из ценных видов. И лично от себя, как именно от рыбака, то, что мне лично нравится рыба вяленая, это рыбец, это бара. Вот, очень она офигенно заходит именно мне, потому что она жирная, вот, и, ну, мягкая. Вот тебе вобла, да, но вы сами прекрасно видите то, что как бы, неподъемные цены, но она на самом деле вкусная, она того стоит, понимаете? А вы с рулеткой для чего ходите? Ну, размеры, вот я сказал, то, что 30 сантиметров. Что 30 сантиметров и ее замеряют. Вся будет калиброванная, вся. Она вся, помню, перебирается. Да. По размеру. Да. Вот это вот бокал мне, допустим, вчера привезли. А, уже вчера даже. Да. Даже смотри, можешь попробовать, Андрюх. Который сейчас. Это вот который вот сейчас. А, это вы прямо сейчас даете и пробуете? Можно пробовать, да. Ага. Вот у нас икрой все дела. Ну, я понял. Так, также у нас очень ценится у нас щука вяленая. Почему? Многие, наверное, не знают, потому что щука, она очень полезна для мужского организма. Вот. Какой части? Для, ну, Короче, именно мужской силы. Мужской именно, силы, да. понял. Это мужская виагра. В общем, все. А, В чистом виде. Да. ясно. Берем все. Покупаем. А, толстолобик вяленый. Блин, тут, короче, прежде чем покупать, надо шарить, что ты хочешь. Да. 50 граммовая. А это щученька, да? Я думаю, сазание. Еще бывает сазание. А вот смотри, горячего копчения. Судак горячего копчения. Ребята, цены для вас, чтобы вы знали, стоит ли ехать сюда. Вы думаете, здесь бесплатно будут продавать? Нет. Да, лучше приезжайте к Алискерову, он вас накормит, напоит. Наловит. Да, друзья, вот только в Астрахани я узнал, что густерка называется тарашкой. Вот, кстати, вот она, бара. Вот это бара. Ох, ничего себе, вот Такой это да. Блин, ну, не знаю, как показать, но она прям по локоть. Также Практически есть- как лещ. Упаковочные подарочные наборы, вот такие. А, сюда именно кладется Да, рыба, штучная голову, да. чтобы довести ее, да? Да, да, ну как подарочный такой бокс. И оттуда достается и едится. Естся. Да, Подарил, человек достал, красиво. кушал, насладился. Потом проклеиваешь крышечку, Заново. клеем. Зачем? Набираешь там строишь А, и копилочка. оригинальная картина. А, то есть это еще и, да, бонус такой. Классно, классно, очень красиво, оригинально. Смотри, окунь. Окунь есть, которого я сегодня ловил. Бершишки. Еще нет у меня. Нет? 700 было. Штука. Ну, 700 еще как бы нормально. Не тысяча. Кто-то попал. Короче, закусились два рыбака, которые делают воблу. Что-то спорят. Друзья, только сейчас здесь понял, насколько богатый мне подарок сделал Алискер. Потому что он мне дал уже сушеную воблу, и еще воблу мы засолили. То есть, если одна рыбка штука, это вообще... Я люблю, я вот чем крупнее, тем она насыщеннее. А вообще народ что чаще всего покупает? Какой вид? Ну как тебе сказать? Или кому что? Как тебе сказать? Ну, во-первых, визитная карточка-то ловла. Вобла. А размер? А размер какой? Ну, а Ходовой? размер, опять же, сколько людей, столько предпочтений. Все по-разному. Кто-то любит барана, кто-то любит говядину. Все, понятно, Кто-то понятно. любит свинину, кто-то любит конину, котлятину. То же самое. А вы любите пиво, да? Пиво? Да. Я люблю рыбу. Рыбу? А как рыба без пива? Деньги на ветер? Зачем? Огурчик, помидорка. Если берешь жирную чихонь, можно картошечку отварить. Ну, кстати, я не спросил, а чихонь почем? Тоже разные цены. Ну, от Чем, до. чем крупнее, тем Вот дороже. крупная. Ну и 350. 350. Штука. Одна штука. Да, везде рыба. На выходе, на завершение стоит самые бонусные лещи. И еще я не показал, вот мы показали упаковки, еще есть вот такие вот. Смотрите. Каспер Флот, как раз это организация, на которой я работаю. Да? Ее, ну, хозяин Радмир, ну, как бы... А, ты промысловик вот Это этой моя фирмы? рыба, короче, ту, которую я ловил. Да дайте половину. Короче, есть разные упаковки, красивые, там с Астраханью, там с черной икрой он нарисовано и так далее.
В общем, здорово. А что по черной икре в итоге? 55 тысяч рублей килограмм. Мы Все определились. зависит от как она была сделана и какой вид. А, рыбы. и вид рыбы. То есть можно выдаить, не убив рыбу. Выдаить. Это одна цена. да. А если- как ее проверить? Ее же не проверишь никак. Проверить, что именно. Что икра Нет, выдавлена. вкус другой. А, будет другой вкус, Вкус да? другой совершенно, да. Нифига себе. Качество, наоборот, другое. Понятно. А именно забойня, то есть, когда через нос уже идет, Ага. совсем другое. И смотрите, какие лещи огромные. Просто, я не знаю, это, наверное, двушки. Но, опять же, свежая пойманная это одно, это приготовь ее, высуши в отмой, как Алискер меня научил, блин. Да, Алискер? Да. Мастер-класс. Слизь, там, меняй воду. Я помню, сколько ты раз ты мне это говорил. Если тут холодного копчения. Это горячего копчения. Это осетра. 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 Это выращенное. Выращенная, да, в садках. Короче, помимо всякой приготовленной рыбы, еще вот здесь вот есть и свежая. А что, она свежемороженая, да, здесь? Она свежая прям. Ну, короче, прям живая, что ли? Да. Ну, к сожалению, уже все закрылось, вечерний рынок. Вот. Вон бассейн там внутри, видать. Там бассейн, она плавает, Вон осетры бассейн. можно, да? Да. А вот лежат они осетры. Вот они лежат, а вон стоимость. Да. Сколько Или там? нет? 5 Нет, с чем-то. Просто килограммы. Килограмм, да. Короче, вот здесь можно купить и свежемороженую И икру можно купить. икру, осетр 30. Ребята, вы цены видели, я в шоке, вы, наверное, тоже. А Алискер говорит, ну да, так оно и стоит, но для туристов. Да, этот рынок ориентирован для, иногородних, как бы. Именно для тех, он просто популярный на слуху, как бы, то, что Да, вот то туда есть ехать. о нем все знают, Сюда, и, сюда. соответственно, стоимость соответствующая. То есть люди, не знающие, не имеющие сравнения, приходят и берут. Они видят красоту и покупают. Да. Но есть хорошие, да? Есть, места, где- есть альтернативы, где можно купить спокойно и по приемлемой цене, вот, которая не кусается, вот, по крайней мере, настоящая, которая должна быть, реальная цена Ну за да, рыбу. да, понятно. Ну что, вы сами видели цены, можете, в принципе, сделать какие-то выводы. Вот. Но для того, чтобы купить рыбу с Астрахани, не обязательно приезжать в Астрахань. Я воспользовался такой темой, как доставкой рыбы. Они по регионам отправляют, на базы возят. Вот. И на сайте просто заказал то, что мне надо. Потому что на рынке могут обмануть. Это компания «Фишка». Вот. Астраханская рыба на заказ. Вот, они обычно на базы возят, у них основное направление, то есть базы, которые находятся в Астрахани. Вот, рыбаки там отдыхают, там выпивают, там, допустим, пиво и хотят, допустим, рыбки. Это же приготовить, это же надо время. И просто на сайт зашли, заказали, либо позвонили, и вам прям быстро доставкой доставляют. Самый тяжелый сом, наверное. А там балык есть, да, сама еще? Там балык есть брикетами, 2 брикетика, а есть балык как, спинка филе. О, в общем, вот так вот идет посылка в города и на базы. Вот так вот приходит, да? В таком виде мы доставляем по Астрахани и в Москву и Питер. Потому Москву и что Питер. в Москву доставка 1 день самолетом, Ага. рыба не испортится. Она без вакуума, просто завернута. Просто завернут. Все, я понял. Это толстолобик книжка. Ага. Все подписано. Ну да, все нормально. Короче, Спинка. когда приедешь домой, у тебя будет холодного копчения. Судак, сом, там вот такие вот книжки. Берешь нож острый и по диагонали так вот тонко режешь, понял? Тонко. Не так, что прям кусок здоровый, невкусно будет. Просто тонко режешь, и он будет у тебя таять во рту. Я заказал 3 вот такие здоровые коробки. Здесь всякая всячина. Вот так вот это все красиво запаковано. Вот в таких вот пакетах. Обвязано это все веревкой. Ну, в общем, вообще красиво. Вот видите, калык сама, сом, там жерех дальше. Здесь килька, икра, щуч. Короче, вообще, вот весь ассортимент обязательно перейдите по ссылке в описании. Вот на этот сайт и посмотрите, как круто. Где бы вы ни находились территориально в России, вы можете заказать и попробовать настоящую астраханскую рыбу. Вообще, в целом, хотелось бы подвести итог. Эта рыбалка была реально незабываемая. Общение с новыми людьми, новые рыбалки, новые виды рыб, которые я никогда не ловил, новые рекорды. И все было очень круто. Огромная благодарность Алискеру. Мы с ним прям прощались и обнимались так прям со слезами на глазах. Провели неделю, можно сказать, в открытом море. Жили на плавучем домике. Рыбачили.
эти рыбы, самы, тут необычные снасти секрета. Я думаю, вам тоже было интересно. Жереха, которые сопротивляются на течение. Этот рыбнадзор, который меня оштрафовал. В общем, было все очень эпично. Огромное количество самят, которые прыгают, как куклейка просто. Вот это обилие рыбы, это реально нужно сюда приехать и нужно посетить. Поэтому желаю всем вот таких незабываемых поездок, чтобы у вас оставались только положительные эмоции. Общайтесь с друзьями, с равными по духу, в рыболовном направлении. Вот, дружите. И чтобы у вас все было хорошо. Главное — здоровье. Все, я поехал в деревню. Рыба, все нормально у меня лежит в морозилке. В этих ларях, я думаю, доедет без проблем. Алискер тоже ведет канал свой про промысловые вот эти вот рыбалки. В описании будут ссылки, переходите, подписывайтесь. Интересное, огромное количество рыбы. Вот это как все происходит, здорово, здорово. Ну и секрета, те, кто заинтересован, заказывайте тоже у него. Итак, друзья, сейчас я расскажу про вот этот набор, который я заказал как раз вот в этом магазине «Фишка», доставка рыбы из Астрахани. Вы можете, кстати, в любом поисковике набрать и, в принципе, посмотреть по стоимости и заказать в любую точку России. Итак, начинаем. Во-первых, традиционно это, конечно же, балык сама. Балык сама, он бывает либо вот такой, то есть это прям просто сплошное мясо на натуральной самовой коже. Вот. Либо это в вакуумной упаковке. Вот я взял этот в первую очередь покушать. Можно, кстати, нарезать вот эту красоту всю. Либо на бутерброды, вот, либо так есть, просто кусочками. А вот это уже попозже достать. Уже когда закончится основная часть, так скажем. Вот, в упаковочках вот таких, в брикетах идет. Ну и, конечно же, главный атрибут — это, наверное, вот эта вот книжка здорового такого сама. Не знаю, он там килограмм 3, наверное, с половиной, 4. Но вообще объедение. Вот так в большой компании посидеть. О, классно. И вообще просто красиво здесь вот поесть это все. Помимо вот этой книжки, у меня еще есть книжки толстолобика, жерехов. И, значит, жерех у меня 3. И они все разные, видите, выдержки. И один потемнее, один посветлее. В общем, нормально, короче, сделал. Все вот эти вот вещи, они складываются вот в такие вот красивые пакеты, упаковываются, завязываются. Все подписано, ничего не перепутается и так далее. Но про сама еще забыл, что еще есть так называемый калтык. Что такое калтык сама? Это щечки, вот эти вот плавнички холодного копчения. Очень вкусные, вот так вот посидеть, вот это мясо. Как вам, а? Это вот толстолобик, вот он, вот так вот выглядит. Это толстолобик, очень вкусное мясо. Ну и как же без жерехов-то? Без жерехов, без традиционных жерехов, которые дают такую порцию адреналина при рыбалки, что ну просто что-то с чем-то. Складывается он вот так и вот так и переводится. То есть вот это вот все бумагой обернули, вот так, потом достали, показали друзьям, что вот смотрите, это жерех астраханский, и начинаете красиво кушать, употреблять. Толстолобик, я еще толстолобика заказал юкола. Что такое юкола? Это чуть-чуть повяленная, чуть-чуть покопченая рыба и прям немножко соли. Юкола у меня есть также и щука. Вот так вот она выглядит. То есть на натуральной коже. Натуральной коже. Сплошное мясо. Прям слабый-слабый посол. Сейчас на солнышко покажу. Вот такая красота. Ну, я думаю, с Якутии вы помните, что такое юкола. Тут не нужно объяснять. Ну и начнем с традиционной воблы. Вобла, смотрите, какая золотая. Золотая вобла, копчено-соленая или как копчено-вяленая, так скажем. То есть бывает вобла вот такая вот, да? Я на рынке вам показал, в принципе, цены, сколько вот эта штука стоит. А есть вот немножко подкопченая. Вот так вот это выглядит. Вот это мне то, что Алискер подарил.
Вот такая вобла. Ох, вкусно-то. Далее переходим к горячему копчению. Это судак. Очень вкусное белое мясо судака. Вот так вот он как стоял в коптилке, так вот и доставляется вот в таких вот упаковках. Вот. Далее по судаку у меня также есть это горячее копчение, есть холодное копчение. То есть это полукнижка судака. Вот видели? Вот он. Полукнижка судака, тоже объедение. Просто минимальное количество костей. Вот так вот на бутербродике так посидеть. Ох! По судаку есть и хешечка. Хешка, то есть свежее мясо, подсоленное в уксусе. Немножко лука, немножко морковки. Но, блин, к столу самое то. Вот, смотрите, кусочки мяса. Белоснежное мясо. Также у меня представлена щука. У меня есть килька, тоже это типа как, знаете, как селедку делают, либо шпроты, вот то же самое. Очень такая в масле классная вещь получается. Килька у меня также представлена немножко холодного копчения. Оно идет в вакуумной упаковке. Вот, в вакуумной упаковке, то есть для хорошей доставки и долгого хранения. Также в вакуумной упаковке я взял и икру. Это икра разных пород рыб, то есть собирается разных пород и вот в вакуумных упаковках доставляется вообще здорово. Также у меня есть и икра щуки. Вот их мне понравилось в этой поездке. На бутерброды с маслом и ребята порекомендовали именно с горячим чаем. Открывается вкус икры во рту просто такой классный. Я попробовал, ребята, всем рекомендую. Ну и парочку баночек селедки есть у меня под маринадом с кетчупом. А есть вот такой вот просто подкопченый сельдь в масле. Друзья, надеюсь, ничего не пропустил. Все это вот так вот красиво выглядит. Все это доставляется, вот так вот складывается, допустим. И бумагой обматывается. Ой. Да, у меня я пока говорил, прям замучился слюни глотать. Как у вас? Напишите в комментариях. Кстати, помимо воблы, очень ценится еще и густерка. Она у них называется таранка. Это такие типа подлещики, прям такие здоровые, блин. Вот, тоже с собой сейчас. В общем, вот эту половину я оставляю здесь в деревне. Это ровно половина того, что я заказал. А остальная половина поедет у меня к родителям. Вот. Немножко я возьму сама детишкам покушать. Вот. И Катюшу угостить в Красноярск, в Сибирь. То есть это все хорошо перевозится. Вот это ничего не портится. Конечно же, лучше в халатке я. Но класс, вообще класс. Ребята, если вы хотите вот так же попробовать, не обязательно ехать в Астрахань. Достаточно просто в поиске набрать фишка доставка рыбы из Астрахани. Там будет сайт, познакомьтесь с ценами, закажите вот такую вот красоту, ну и кушайте. Блин, это вообще очень круто. Эх, Жерех и подарил мне адреналин на рыбалке в Астрахани. Это что-то с чем-то. И вот такие вот книжки. Копченая жереха. Это прям фишка Астрахани. Ой-ой-ой. Друзья, на вот этом красивом, вкусном кадре я заканчиваю это видео и эту серию про Астрахань. Оставляю вот эту половину часть здесь, в деревне, моей родне, а половина сейчас поедет в Сызрань к родителям. Один ларь я оставил здесь, а один увожу сейчас тоже в Сызрань. Ой, запах стоит. Ну все, друзья, пока. Скоро новое видео.